Глава 831. Преобразование горы. «Я делаю это только потому, что уверен, что это сработает», — загадочно улыбнулся Хань Ли и продолжил. «Неужели леди Фиолетовая Духовная Фея не хочет рисковать ради фрукта духовного роста?» В глазах Фиолетовой Духовной Феи вспыхнул странный блеск, и она тут же улыбнулась и сказала: «Согласно тому, что я знаю о тебе, ты не стал бы рисковать, если бы не был абсолютно уверен. Кажется, у тебя есть секретная техника, которая позволяет видеть невидимые пространственные щели. Поэтому я с уважением соглашусь на твое предложение». Сказав это, он запрыгнула в небесную ветреную колесницу. Хань Ли удивленно взглянул на женщину и просто приказал колеснице двигаться вперед. В мгновение колесница помчалась по воздуху в виде полоски белого света. Хань Ли полагал, что путешествие через эту пустошь займет меньше половины дня, прежде чем они догонят группу учеников секты Духовного Призрака. Когда Хань Ли и Фиолетовая Духовная Фея наконец-то догнали их, они увидели, что группа старейшины Чжуна столкнулась с неприятностями. Из-за ошибки ученика секты Духовного Призрака они попали в древнее ограничительное заклинание и в настоящее время пытались спасти себя. С духовным чутьем и осторожностью Хань Ли старейшина Чжун не смог обнаружить его. Скорее, Хань Ли мог использовать свое мощное духовное чутье, чтобы проследить за ними издалека, не боясь, что его раскроют. Хань Ли прекрасно чувствовал, что духовные колебания ци древних ограничительных заклинаний были не очень сильными. Благодаря старейшине Чжуну, культиватору на средней стадии зарождающейся души, это не могло задержать секту Духовного Призрака надолго. Однако этот небольшой промежуток времени стал для Хань Ли прекрасной возможностью сократить дистанцию. Хань Ли влил больше духовной силы в небесную ветреную колесницу и отклонился от первоначального маршрута, затаив сердце. По пути он избежал нескольких пространственных щелей и оставил культиваторов секты Духовного Призрака далеко позади. Вместе с Фиолетовой Духовной Феей он достиг сверкающей изумрудно-зеленой горной цепи. Мысли Хань Ли дрогнули при виде этого, и он приказал небесной ветряной колеснице замедлиться. «Кажется, это здесь. Ты видишь гору, которая напоминает летящую птицу?» «Это знак», — взволнованно проговорила Фиолетовая Духовная Фея, увидев гору. В этот же момент она невольно взглянула на Хань Ли. По правде говоря, несмотря на то, что Фиолетовая Духовная Фея сказала, что она полностью доверяет Хань Ли, она все еще чувствовала ком в горле, когда колесница мчалась на полной скорости. Для нее стало неожиданностью, что маршрут Хань Ли был полностью безопасным. За все время в пути они не столкнулись ни с одной пространственной щелью или древним ограничительным заклинанием. Хань Ли, совершенно не подозревая об этом, также чувствовал себя счастливчиком. Хотя он мог видеть пространственные щели своими глазами духовного прозрения, ему очень повезло, что они не активировали никаких древних ограничительных заклинаний по пути. С этой мыслью Хань Ли прищурился, глядя на своеобразную гору впереди. Направление, на которое указывал птичий клюв, должно быть местом последней отметки, ведущей к фрукту духовного роста. Фиолетовая Духовная Фея заметила задумчивое выражение Хань Ли и спросила: «Брат Хань, мы не собираемся отправляться в путь прямо сейчас. Может, мы разрушим гору, прежде чем уйдем?» Согласно нефритовой пластинке, место последней отметки должно быть в пустыне примерно в 500 километрах от горы. Все верно. Так и есть. Что значит, брат Хань? Хань Ли спокойно сказал: все просто. Даже если мы уничтожим гору, они все равно смогут увидеть, что она была разрушена недавно, и поймут, что это знак. А поскольку последнее местоположение — это соседняя пустыня, это будет лишь вопросом времени, прежде чем они его найдут. Единственный способ выиграть время — это наложить на гору иллюзорное заклинание, чтобы она выглядела совершенно обыденно. Таким образом, они пропустят знак. Слова брата Ханя вполне разумны. Но создать иллюзорное заклинание будет большой проблемой, потому что оно должно быть достаточно большим, чтобы покрыть всю гору, и достаточно мощной, чтобы избежать духовного чутья культиватора зарождающейся души. Неужели брат Хань — эксперт в технике иллюзорных заклинаний? Удивленно спросила его Фиолетовая Духовная Фея. Хань Ли усмехнулся и сказал: «Я не разбираюсь в техниках иллюзий, но у меня есть кое-кто, кто разбирается». Затем он взмахнул рукавом, и оттуда вылетела полоска белого света. В яркой вспышке появилась великолепная женщина в белой одежде. «Приветствую вас, мастер». Серебряная луна тут же поздоровалась с Хань Ли. «Кто она?» Фиолетовая Духовная Фея тревожно вскрикнула, увидев серебряную луну. «Это серебряная луна. Считай ее моей подчиненной», — сказал Хань Ли, а затем указал на гору. «Серебряная луна, у тебя есть иллюзорное заклинание, которое сможет скрыть гору на небольшой промежуток времени». Серебряная луна уважительно ответила: «С инструментами для создания иллюзорных техник мастера и моими техниками иллюзии это возможно».
Однако мои иллюзии недостаточно сильны, чтобы противостоять духовному чутью культиватора зарождающейся души. Кроме того, мои техники иллюзий деактивируются быстрее, чем иллюзорная формация. Она продержится всего 2 дня, а потом исчезнет. Немного подумав, Хань Ли похлопал по своей сумке для хранения и достал 2 светящихся набора инструментов для создания формации заклинания. Он передал их Серебряной Луне и сказал: «Хорошо, начинай установку. 2 дней тоже будет достаточно». «Да, мастер». Серебряная Луна взяла инструменты и принялась за работу. В этот момент Хань Ли взглянул на гору в форме птицы с холодным блеском в глазах. Взмахнув рукавом, он выпустил лазурную полосу меча длиной более 30 метров. Меч принял форму дракона, сделал круг вокруг горы и врезался в нее. Гора в форме птицы внезапно стала рушиться. Голова птицы и крылья мгновенно рухнули, придав горе обычную форму. Фиолетовая духовная фея была ошеломлена при виде этого. Хотя она знала, что ее способности не могут сравниться с способностями Хань Ли, было страшно видеть, что он мог проявить такую удивительную мощь, не вызывав даже магическое сокровище. Хотя фиолетовая духовная фея уже слышала, что Хань Ли по силе уступал только 3 великим культиваторам небесного южного региона, она скептически относился к слухам. В конце концов, только до недавнего времени Хань Ли была культиватором формирования ядра, таким же, как она сама. Войдя в стадию зарождающейся души, вскоре он приобрел громкую репутацию, что было диковинно для фиолетовой духовной феи. Изначально она считала, что его репутация была результатом удачи и его оппортунистических методов. Пока фиолетовая духовная фея пребывала в восторге от его мощи, Серебряная Луна уже принялась расставлять флаги формации вокруг разрушенной горы. Серебряная Луна действовала быстро и закончила за тот промежуток времени, за который можно было пообедать. Вершину горы стал окутывать слой белого тумана, мгновенно покрыв большую ее часть. Только вершина горы осталась непокрытой. Сделав это, Серебряная Луна подлетела к вершине и раскрыла рот, выплюнув розовый туман, покрывая гору внизу. Пока Серебряная Луна продолжала окутывать гору в тумане, туман тут же исчезал, как только она покинула ее рот. Вскоре произошла удивительная сцена. Окружение горы исказилось, в результате чего она полностью исчезла, а на ее место появился густой зеленый лес. Хань Ли кивнул с довольным выражением на лице. В подземном зале за 1000 километров от Хань Ли маркиз Нань Лун и Лу Вэйн сидели, скрестив ноги, в разных углах зала. Они приказывали своим магическим сокровищам непрерывно наносить удары по сверкающему световому барьеру, несмотря на его потускневший свет. Буддийские символы, покрывавшие барьер, изначально были размером с зерно, а теперь увеличились до размера кулака. Они перемещались по поверхности барьера без остановки. Стены светового барьера непрерывно атаковал белый световой дракон, золотая полоска, 2 голубых водяных питона и темно-зеленое кольцо. Световой барьер дрожал от каждого удара. К этому времени маркиз Нань Лун и Лу Вэйн уже побледнели. Этого следовало ожидать. Они непрерывно использовали свою магическую силу и переусердствовали в своей жизненной силе, продолжая атаковать своими магическими сокровищами. Они уже проклинали грозную стойкость этой буддийской формации. Можно сказать, что они рисковали своей жизнью, чтобы разрушить этот барьер. Хотя эти двое нанесли огромный ущерб своей жизненной силе, барьер тоже достиг своего предела. Таким образом, они оба стиснули зубы и продолжали упорствовать, проклиная барьер про себя. Спустя неизвестный промежуток времени раздался огромный взрыв. Сразу после этого Лу Вэйн встал и с восторгом закричал: «Он сломан! Сломан! Наконец, наши усилия принесли плоды». Золотой барьер, покрывающий стол, и плавающие вокруг него талисманные символы мгновенно исчезли. Глядя на это, маркиз Нань Лун тоже обрадовался. Вскоре они тщательно осмотрели сокровища и лекарственные растения, что лежали за барьером. Поскольку эти двое были особенно хитрыми людьми, ни один из них не стал сразу действовать, поскольку их сердцебиение внезапно ускорилось. Глава 832. Пробуждение демонов. Маркиз Нань Лун и Лу Вэйн уставились на стол, и их взгляды неосознанно встретились. Они оба бдительно смотрели друг на друга. Хотя они дружили годами, перед лицом таких драгоценных сокровищ их дружба мгновенно испарилась. В зале воцарилась тишина. Внезапно ее прервал смех Лу Вэйна. «Брат Нань Лун, мы оба хорошо знаем, что думает другой. Хотя мой уровень культивации ниже, чем твой, ты получил большой ущерб для своей культивации во время путешествия в долину Мауланей. Можно сказать, что сейчас наши силы равны. Духовных растений здесь столько, что нам не нужно сражаться за них. Будет лучше разделить их поровну, чем пытаться убить друг друга».
Маркиз Нанлун взглянул на самое притягательное сокровище на столе и сказал: «Я согласен с тобой, брат Лу. Хотя мы собираемся разделить сокровища равномерно, я хочу чашу для пожертвований. Ты можешь взять любое другое сокровище. Что скажешь?» Выражение лица Лу Вейн дрогнуло, но, подумав, он сказал: «Чаша для пожертвований. Все в порядке. Давай так и поступим. На данный момент я только хочу увеличить свою продолжительность жизни и культивации. Сокровища мне особо не нужны». Маркиз Нанлун обрадовался. Он думал, что ему придется пожертвовать большим, чтобы убедить Лу Вейн, но тот легко согласился на его условия. Несмотря на это, он боялся допустить ошибку и осторожно взглянул на Лу Вейна. Даже увидев, что выражение его лица было совершенно спокойным, маркиз Нанлун все еще колебался. Лу Вейн при виде этого улыбнулся и сказал: «Что?» Брат Нанлун передумал. «Я могу взять чашу для пожертвований». Взгляд маркиза Нанлуна дрогнул, но он молчал. В конце концов маркиз Нанлун тихо усмехнулся и ответил: «Брат Лу, должно быть, шутит. Поскольку ты согласен, давай возьмем сокровища одновременно. Ты забираешь 3 сокровища и нефритовые талисманы, а я — чашу для пожертвований, а затем будем делить духовные растения. Так подойдет?» «Да. Давай сделаем, как ты сказал». Лу Вейн согласился, не задумываясь. Удовлетворенный его ответом, маркиз Нанлун кивнул, и оба потянулись за сокровищами одновременно. Лу Вейн взмахнул рукавом в направлении стола и выпустил белый туман, притягивая к себе 3 магических инструмента и множество нефритовых талисманов. В этот момент маркиз Нанлун осторожно открыл рот и выплюнул золотой свет, чтобы забрать чашу для пожертвований. Все прошло гладко. Сокровища попали в руки к их соответствующим владельцам. Как только чаша для пожертвований оказалась в руках маркиза Нанлуна, он не смог скрыть радости на лице. Лу Вейн тоже не скрывал своих эмоций от приобретения сокровищ. Взглянув на чашу для пожертвований, улыбка исчезла с лица маркиза Нанлуна. Быстро взмахнув рукой, он поместил на нее желтый талисман. Выражение лица Лу Вейн сильно изменилось при виде этого, и он тревожно спросил: «Маркиз Нанлун, что ты делаешь?» «Что я делаю?» «Думаешь, я не заметил, что сокровища и нефритовые талисманы использовались, чтобы подавлять эту чашу для пожертвований? Хотя я не знаю, что это такое, я уверен, что это высшее древнее сокровище. Как бы там ни было, оно также должно быть довольно страшным. Однако, если ты думаешь, что я открою ее перед тобой, то ты будешь разочарован. Я не стану ее открывать, пока не буду полностью уверен, что подавил ее». Говоря это, маркиз Нанлун продолжал устанавливать на чашу разноцветные талисманы. Вскоре Лу Вейн пришел в себя и сказал: «Хе-хе. Кажется, что ты неправильно понял то, почему я согласился на твои условия. У меня плохое предчувствие. Я считаю, что мы должны разделить сокровища как можно скорее и покинуть это место. Я не хочу оставаться здесь дольше, чем это необходимо». Маркиз Нанлун насмешливо фыркнул и сказал: «Тогда займемся делом. Поделим пополам лекарственные растения, что продлят нашу жизнь». Держа одной рукой чашу для пожертвований, он протянул к столу другую руку. В этот момент на столе появилась крупная золотая рука и схватила плод небесной сущности. Выражение лица Лу Вейна стало угрюмым. Внезапно над столом появилась рука белого света и схватила пурпурный небесный гриб. С приглушенным звуком и плод небесной сущности, и пурпурный небесный гриб исчезли со стола, а 2 руки схватили воздух. Затем стол засверкал ярким светом, и все духовные растения бесследно растворились. При виде этого маркиз Нанлун и Лу Вейн были ошеломлены. В этот момент чаша для пожертвований, которую маркиз Нанлун держал в руке, вспыхнула ярким света, и запечатывающие ее талисманы тоже. Через мгновение талисманы сгорели в черном демоническом пламени. Пламя распространилось по духовным растениям, как лесной пожар. Маркиз Нанлун тревожно взглянул на чашу в руке, и его лицо стало смертельно бледным. Недолго думая, на его руке появился золотой талисман, которым он яростно ударил по чаше. Однако было уже слишком поздно. Крышку чаши для пожертвований снесло взрывным ударом, и из нее мгновенно выскользнул черный свет, направленный в сторону того, кто держал чашу, маркиза Нанлуна. На таком близком расстоянии он не смог этого избежать. Его другая рука все еще находилась в нескольких дюймах от того, чтобы наложить золотой талисман на чашу, а черный свет скользнул на лице и исчез без следа. «Ара!» Маркиз Нанлун мучительно закричал и швырнул чашу в стену рядом с собой, а затем упал на колени, схватившись за голову руками. Золотой талисман, который держал маркиз, упал на пол. Вскоре лице маркиза Нанлуна начало искажаться. Одержимость. При виде этого лицо Лу Вейна побледнело от испуга. Недолго думая,
он выпустил из своего тела, я задумываясь, он указал на маркиза Наньлунга, и 2 синих алебарды в синих алебарды и яростно нанес удар по маркизу. Но в следующий момент маркиз Наньлунг взревел от боли и поднял голову с лицом, покрытым плотным слоем черной ци. Его глаза стали серебристо-белыми, и они совершенно без эмоций смотрели на приближающиеся синие алебарды. Как только синие алебарды приблизились к нему, маркиз Наньлунг внезапно поднял руку. Клац-клац. Его рука заблокировала алебарды, и послышалось звяканье металла, резонирующее от удара. Удар рассеял мантию, обнажив его обнаженную кожу. Глаза Лу Вэйна расширились от шока при виде этого. Его рука была окутана черной ци и была покрыта пурпурно-красными сухожилиями, став при этом очень твердой. Именно эта чудовищная рука заблокировала удар его синих алебард, не получив никаких повреждений. Немыслимо, сердце Лу Вэйна ушло в пятки. Несмотря на то, что у маркиза Наньлуна было духовное чутье на средней стадии зарождающейся души, он стал одержим в мгновение ока, в результате чего его тело претерпело полную трансформацию. Этот черный свет не был обычной злой душой. С этой мыслью Лу Вэйн внезапно взмахнул рукавом и вызвал белый флаг в одну руку и ярко-красный шарф в другую. Как только шарф появился, он бросил его перед собой, образуя перед красный световой барьер, облегчая часть паники, которая наполнила его разум. Он считал, что огромного янского шарфа должно быть достаточно, чтобы заблокировать любые демонические атаки, учитывая, что он столкнулся со злой душой. Тело маркиза Наньлуна встряхнулось, но не стало сразу нападать на Лу Вэйна. Вместо этого он вытянул руки и тщательно осмотрел свое тело. Затем, повернув голову к небу, он чудовищно взвизгнул от смеха. Хе-хе-хе. После стольких лет я, наконец, свободен. Теперь посмотрим, кто сможет мне помешать возрождению священных предков. Этот мир теперь принадлежит нашему священному царству. Священный предок. Священное царство. Несмотря на то, что не знал, что это значит, Лу Вэйн почувствовал, как кровь застыла в жилах от страха. Он молча повернулся и взглянул на выход из зала, и вспомнил заклинание, которое он установил за пределами зала. Внезапно его тело сверкнуло белым светом и выстрелило в сторону выхода из зала. Мгновенно он очутился у выхода, но не успел он обрадоваться, перед ним расплылся силуэт, и на его пути появился огромный взрыв. Лу Вэйн почувствовал удар огромной силы, пронзивший его огромный янский шарф и отбросивший его вглубь зала. Его снесло словно тряпку, и он врезался в стену. Несмотря на то, что световой барьер защищал его, он почувствовал дрожащую боль в спине, и его тело оцепенело. В настоящее время он потерял контроль над своим телом. В этот момент Лу Вэйн ясно увидел тело маркиза Наньлуна, стоящее у входа в зал. Он холодно опустил кулак и ухмыльнулся ему, в результате чего лицо Лу Вэйна побледнело. Глава 833. Пожирая души. Неплохо, неплохо. Несмотря на то, что это дьявольское тело уступает моему изначальному телу, ты, наверное, культиватор, раз смог противостоять этому удару. Я приму тебя как кровавую жертву. Изо рта маркиза Наньлуна донесся зловещий голос. Черная ци, окружавшая его лицо, сгустилась еще больше, а пара серебристых глаз уставились ледяным взглядом на Лу Вэйна. Казалось, он смотрел на него так, будто тот уже был мертв. Лу Вэйн почувствовал ледяную дрожь в своем сердце. Сказав это, тело маркиза Наньлуна размылось, метнувшись в направлении Лу Вэйна, оставляя после себя след остаточных изображений. Лу Вэйн почувствовал, что его охватил страх, поскольку понимал, что маркиз Наньлун был слишком быстрым, и у него не было времени увернуться от атаки. Через мгновение чудовищной силы черные когти из черной ци ударили по черепу Лу Вэйна. В своей панике Лу Вэйн окутал себя белым светом, вылив всю свою магическую силу в его огненно-красный шарф. В этот момент барьер огненно-красного света резко расширился до 6 дюймов толщиной, прямо перед тем, как маркиз Наньлун яростно вонзил в него когти. Раздался странный треск, и перед Лу Вэйном вспыхнул ослепительный свет. В ужасе он увидел, как чудовищный коготь пробил барьер, а затем остановился. Лу Вэйн с большим облегчением увидел это и немного пришел в себя. Затем свет снова вспыхнул вокруг его тела, когда он попытался вырваться из стены, похожую на металлическую. На лице маркиза Наньлуна появилась ухмылка при виде этого. Еще одним громким ударом он врезался другой рукой в барьер красного света. В этот момент большая часть духовного света, излучаемого Лу Вэйном из его тела, внезапно рассеялась по неизвестной причине. Еще до того, как Лу Вэйн понял, что произошло, маркиз Наньлун вытянул руку, застрявшую в барьере, и вонзил свободную руку в световой барьер. Световой барьер задрожал, а оставшийся духовный свет, который вызвал Лу Вэйн, полностью рассеялся.
В этот момент его тело погрузилось на несколько дюймов глубже в стену. Нехорошо. Лу Вэйн внезапно осознал, что происходит, и выражение его лица сильно изменилось. Он поспешно встряхнул белый флаг в своей руке, пытаясь активировать его. Тем не менее, маркиз Наньлун начал атаковать Лу Вэйна, не позволяя ему активировать флаг. Каждый удар мешал вливаться духовной силе в флаг, насильно прерывая его, причем каждый удар падал все быстрее, а сила удара возраста. Вся стена задрожала. Лу Вэйн собирался выполнить секретную технику, но половина его магической силы исчезла, когда он попытался ее активировать. В результате Лу Вэйну не удалось использовать свои способности, поскольку он был беспомощно пойман в ловушку внутри каменной стены. Он мог лишь с отчаянием наблюдать за тем, как красный световой барьер вокруг него постепенно становился тусклее. Лу Вэйн встретился взглядом с маркизом Наньлуном и почувствовал, как его сердце дрожит от страха. Его магическое сокровище будет уничтожено, а его тело погибнет, это было лишь вопросом времени. С этой мыслью Лу Вэйн стиснул зубы и громко закричал. Его голова засверкала белым светом, и из нее вышла его зарождающаяся душа. Лицо души было в панике, и она крепко держалась за маленький синий меч. В то же время огромный яньский шар внезапно взорвался. Последний след нерешительности исчез из разума зарождающейся души, и она внезапно исчезла, появившись у выхода из зала. Однако все пошло не по плану. Несмотря на то, что маркиз Наньлун был спиной к выходу, внезапно из него вырвалось призрачное лицо с закрытыми глазами, идентичное тому, что было на проклятых кровавых воротах. В этот момент лицо призрака открыло свои серебряные глаза и выпустило из пасти пурпурную полосу света. В тот же момент зарождающаяся душа Лу Вэйна уже выбросила свой летающий меч и улетела на нем так быстро, как только могла. Внезапно в ее уши дошел призрачный вой, и зарождающаяся душа почувствовала, как ее разум загорелся, словно что-то вырвалось из ее головы. Зарождающаяся душа тупо уставилась на длинную полоску света, появившуюся из ее лба, и резко закричала. Через мгновение она потеряла всю силу в своем теле и неподвижно упала на землю. И если бы здесь был кто-нибудь, кто мог видеть происходящее, то он бы увидел, как из-за пасти призрачного лица вырвалась длинная фиолетовая полоска, которая пронзила голову зарождающейся души. На самом деле это был язык призрачного лица. Когда лицо призрака увидело, что зарождающаяся душа упала, оно ухмыльнулось и стало втягивать зарождающуюся душу Лу Вэйна к себе в рот. Несколько раз проживав, призрак проглотил душу с довольным выражением на лице. В этот момент маркиз Наньлун наконец-то повернулся и безо всякого выражения посмотрел на маленький синий меч. В следующее мгновение он с силой вонзил руку в тело Лу Вэйна и вырвал его сердце, а затем раздавил. Тело стало совершенно безжизненным. Сделав это, маркиз Наньлун огляделся по сторонам, а затем превратился в черный туман и вышел наружу. Мгновение спустя он обнаружил перед собой ограничительные заклинания. Усмехнувшись, он прошел сквозь них и поднялся со дна рва. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, маркиз Наньлун появился в нескольких сотнях метров над горой и огляделся по сторонам. Полет на такой высоте, естественно, активировал некоторые ограничительные заклинания в долине падения демонов. С неба на него посыпались молнии, но всякий раз, когда до него оставалось 3 метра, они внезапно меняли направление, оставляя его в полной безопасности. Маркиз Наньлун огляделся вокруг и в конце концов понял. Внезапно он прищурился, в его глазах сверкнул мерцающий серебряный свет, и он пронесся по небу в виде полоски черного света. В этот момент группа мастера секты духовного призрака стояла рядом с гигантским алтарем, рассматривая бесконечную лестницу с выражением благоговения. Ранее они были пойманы в мощное ограничительное заклинание на расстоянии более 5 километров от алтаря и в результате задержались почти на 1 день. Теперь, когда они наконец оказались рядом с алтарем, они смогли рассмотреть его. Хотя алтарь был невероятно огромным и хорошо сохранился, на нем все же были видны следы, оставленные временем. Лестница не только заросла сорняками, но было также несколько разрушенных участков. Ван Тяньшин долго осматривал алтарь, а затем сказал: «Вперед! Когда мы доберемся до верхней части алтаря, мы сможем найти следы духовного эфирного сада. Согласно словам частицы души, вход должен быть там». Затем он вышел вперед и начал первым подниматься на алтарь. Не успев сделать шаг, он громко выругался. Вокруг него появился желтый свет. Взглянув на, казалось бы, бесконечную лестницу, он стиснул зубы и сказал: «Все будьте осторожны. На ступеньках есть ограничительные заклинания. Восхождение на вершину алтаря не будет легкой задачей». Вэй Вуя нахмурился, услышав это. Хотя его не волновали эти ограничительные заклинания, это определенно замедлило бы остальную часть группы. Однако он ничего не мог с этим поделать. У других были те же мысли.
Зная, что перед ними духовный эфирный сад, наличие этих ограничительных заклинаний раздражало и вызывало у них нетерпение. «Идем». Ван Тингу вдохнул и ступил на ступеньки. Затем вокруг него зажегся желтый свет, и он почувствовал, что его тело стало на полтонны тяжелее. В тот момент другие пострадали также от ограничительного заклинания. Вейвуя мог спокойно подниматься по ступенькам, в то время как 3 культиватора стадии формирования ядра побледнели, пытаясь подняться. Группа культиваторов стала медленно подниматься на вершину алтаря. Рядом с оазисом, скрытым из-за ограничительных заклинаний, Хань Ли посмотрел на воду перед собой и пробормотал: «Это и есть фрукт духовного роста». Снаружи заклинания их окружал безграничный желтый песок. Кажется, так и есть. Это определенно фрукт. Независимо от его внешнего вида, все признаки указывают на его подлинность. Фиолетовая духовная фея взволнованно проговорила это, стоя в 3 метрах от Хань Ли. Она смотрела, не моргая, на оазис. В центре оазиса перед ними из воды торчал стебель сверкающего изумрудно-зеленого растения. Он был всего метр в высоту, покрытый овальными листьями размером с большой палец. На самой вершине растения росли 4 странных плода. Они были ярко-красного цвета, тонкие сверху и широкие снизу, а сверху светились светло-красным светом. Плоды пахли слабым запахом горя и с виду напоминали зажженную свечу на подставке. Хань Ли также был уверен, что это был фрукт духовного роста, и улыбнулся, услышав слова фиолетовой духовной феи. Фиолетовая духовная фея глубоко вздохнула и повернулась к Хань Ли, решительно проговорив: «Я собираюсь собрать фрукты прямо сейчас. Лучше не тянуть с этим». Глава 834. Странный зверь. Не стоит быть такой нетерпеливой. Поскольку растение здесь уже очень много лет, вполне возможно, что что-то охраняет его, или оно уже утратило свою силу. Возможно, что его защищает иллюзорная формация. Несмотря на волнение, Хань Ли сохранял спокойствие, говоря это. «Ты хочешь сказать, что его охраняет древний зверь?» Встревожившись, фиолетовая духовная фея обрела ясность ума. Хань Ли ранее упоминал о древних животных, которых он встречал в долине. Так и есть. Видишь 2 откусанные ветви на вершине дерева? 2 фрукта уже съедены древним зверем, охранявшим его. Несмотря на то, что это не поднимет уровень его культивации, это все равно может оказать некоторое влияние на преодоление узкого места. Вот почему зверь до сих пор не съел все фрукты. Не было никаких сомнений в том, что если бы существо было рядом, оно пряталось в озере. С тех пор, как Хань Ли вошел в глубины долины с фиолетовой духовной феей, он снял плащ с головы. Он полагал, что она уже догадалась о наличии у него способности избегать пространственных щелей, когда он управлял небесной ветряной колесницей, поэтому он не стал скрывать это. Используя свое духовное чутье, он ничего не обнаружил, поэтому он взглянул на озеро светящимися голубыми глазами. Его взгляд проник в глубину пруда на 100 метров, и выражение его лица дрогнуло. Увидев, что Хань Ли изменился в лице, фиолетовая духовная фея тут же спросила: «Брат Хань, ты что-то нашел?» Со спокойным выражением он повернул голову к фиолетовой духовной фее и сказал: «Отойди назад». Кажется, справиться с древним зверем, охраняющим плод, будет довольно проблематично. Потребуется немного усилий, прежде чем я смогу избавиться от него. Тот факт, что зверь смог уклониться от его духовного чутья, произвел глубокое впечатление на Хань Ли. Тогда я должна извиниться перед тобой за неудобство. Зная, что сама она не сможет справиться со зверем, ей оставалось только положиться на Хань Ли и тактично отойти. Отлетев на 100 метров, она неподвижно зависла в воздухе. Как только Хань Ли увидел, как фиолетовая духовная фея отлетела в сторону, он потянулся к своему поясу и подбросил в воздух 3 сумки для хранения духовных зверей. Сделав жест заклинания, он вызвал десятки тысяч золотых жуков, которые заполонили собой небо и закрыли солнце. Золотой свет вспыхнул на сотни метров в небе. Ах! Фиолетовая духовная фея вскрикнула от удивления. Она знала о насекомых Хань Ли и даже видела, как он использовал их в небесном зале и в битве против ученика архиепископа 6 путей. Тем не менее, золотые прожорливые жуки на данный момент сильно изменились как во внешности, так и в количестве. Внезапное появление этих десятков тысяч чрезвычайно пугающих насекомых вызвало необычайное давление, которое заставило ее трепетать. Хань Ли не обратил внимания на шок фиолетовой духовной феи и продолжал управлять своими золотыми прожорливыми жуками. Затем, по взмаху руки, из его рукава вылетело 36 облачных бамбуковых мечей, которые стали трепетать вокруг облака жуков в полосках света длиной в фут. Он ударил по мечам несколькими заклинаниями, и они сразу же разделились на более 100 одинаковых изображений, каждое из которых излучало яркий свет. Затем он указал на них со словами: «Вперед!».
Мечи дрогнули один раз, а затем исчезли один за другим. В мгновение под облако жуков появилась формация золотого меча. Хань Ли поджал губы, с этой формацией он чувствовал себя намного увереннее. Взглянув на озеро внизу, на его лице появилось резкое выражение. Хлопнув в ладони, между ними вдруг засиял яркий золотой свет, загремел грома, и появилась шаровая молния размером с кулак. В мгновение шаровая молния увеличилась до размеров чаши. В следующее мгновение Хань Ли вытянул руки вперед, выпустив шаровую молнию в направлении озера. Прогремел гром. Как только шаровая молния коснулась поверхности озера, раздался гром, и молния взорвалась, покрыв озеро дугами электричества. Фиолетовая духовная фея стиснула зубы при виде этого. Ей было страшно, но она не смела отвести взгляд. Золотая молния не исчезла. Она взорвала поверхность воды, образовав огромный водоворот шириной 10 метров. Со звуком приглушенного рёва из водоворота появился черно-белый туман демонической ци, через который можно было рассмотреть зверя. Зверь выглядел очень странно. У него было мягкое, угольно-черное тело длиной более 20 метров, покрытое неровностями и отверстиями различного размера. В центре тела был огромный выступ, который, очевидно, был его головой. И кроме единственного угольно-черного глаза, Хань Ли не видел никаких других органов чувств, даже рта или носа. Зверь был действительно отвратителен, и даже Хань Ли почувствовал страх. Фиолетовая духовная фея, глядя на этого зверя издалека, побледнела, а по ее спине пробежал холодок. Хань Ли никогда не слышал и не читал о таком древнем звере, как этот. Он невольно взглянул на фиолетовую духовную фею, но она лишь горько улыбнулась ему в ответ. Очевидно, она тоже ничего не знала. Столкнувшись с чем-то, чего Хань Ли не знал, он решил, что будет лучше разобраться с этим как можно быстрее, чем медленно изучать его и позволить ему атаковать. Он быстро взмахнул рукой и ударил по рою насекомых заклинанием. Внезапно послышалось жужжание роя насекомых, и они быстро сгустились вместе, образуя огромное золотое облако, которое двигалось в направлении древнего зверя. При виде этого древний зверь понял, что его дела плохи. Его тело расширилось и сдулось, выпустив странную зеленую жидкость из отверстий на его теле в направлении золотого облака, наполнив воздух рыбным запахом. Хань Ли слегка нахмурился, но вскоре расслабился. Зеленая жидкость никак не повлияла на его золотых прожорливых жуков и совершенно не навредила им. Облако жуков начало спускаться и окутывать его тело, но черно-белая ци, окружавшая его тело, препятствовала продвижению жуков к нему. Однако это длилось недолго. Ум зверя задрожал от страха. Бесчисленное количество жуков делали все возможное, чтобы поглотить черно-белую ци, которую он культивировал в течение множества лет. Он пытался бежать, погрузившись в воду, но Хань Ли был готов к этому. Он указал на воду, и у него на кончике пальца появился синий огонек размером с грецкий орех. В следующее мгновение он щелкнул пальцами. Хрясь! Огненный шар взорвался ослепительным синим светом. Облако ледяной синей ци мгновенно распространилось от взрыва, покрывая озеро толстым слоем льда по мере его распространения. В мгновение голубое озеро превратилось в огромную глыбу льда. План древнего зверя сбежать в воду был прерван. Вместо этого он отскочил от льда в еще большем ужасе. Затем он попытался улететь с золотыми жуками, окружавшими черно-белую ци, которая покрывала его тело. В тот момент, когда он направился к берегу озера, из ниоткуда появилось мерцание золотого света. Тонкая золотая нить коснулась древнего зверя. В следующее мгновение от плоти зверя оторвался маленький кусок угольно-черной плоти, окропивший облако жуков кровью. Золотая нить мгновенно прорвалась сквозь черно-белый туман, защищавший зверя, и отрезала небольшую часть его тела. Теперь в его обороне появилась прореха, и золотые жуки пролетели сквозь отверстие и начали покрывать тело древнего зверя. Зверь неистово завопил, а его тело замерцало странным светом. В мгновение его тело покрыл слой демонического зеленого пламени в попытке сжечь жуков, которые его окружали. Хотя зеленое пламя было мощной способностью, которую зверь горько культивировал годами, оно ничуть не мешало золотым прожорливым жукам. Более того, это только разозлило их, и они начали пожирать зверя с еще большей скоростью. Зверь испытывал неописуемую боль по всему телу и попытался скрыться в другом направлении. Хань Ли стоял на берегу озера, держа обе руки за спиной. Он холодно уставился на окутанного жуками зверя, пока тот трепыхался, как муха без головы. К сожалению для зверя, Хань Ли уже установил формацию золотого меча. Хотя он еще не полностью активировал ее, золотая нить меча отрывала от тела зверя кусок каждый раз, когда он пытался бежать. Вскоре более половины тела зверя исчезло, и его крики начали терять силу. В конце концов, он издал последний болезненный крик и, рухнув на лед, совершенно перестал шевелиться.
Истинная способность этого безымянного зверя заключалась в его удивительной технике сокрытия ауры, что даже культиватор на поздней стадии зарождающейся души не смог бы обнаружить его. Жаль, что его маскировка была замечена глазами духовного прозрения Ханьли. Зверь, пойманный в ловушку формации золотого меча и окутанный золотыми прожорливыми жуками, не смог использовать свои врожденные способности к бегству и был легко убит. Вскоре после этого золотые прожорливые жуки взлетали в воздух, оставляя позади только странную черно-белую сферу, ядро демонического зверя. В этот момент фиолетовая духовная фея с восхищением подлетела к Ханьли. «Брат Хань, твои нынешние способности действительно поражают. Ты с такой легкостью смог убить этого древнего зверя. Похоже, слухи о том, что брат Хань может сравниться с 3 великими культиваторами небесного южного региона, правдивы. Дело не в том, что мои способности, выдающиеся, просто зверь был слабым. Его нельзя сравнить с древними животными, с которыми я ранее сражался». Ханьли покачал головой и вытянул руку, вызывая демонического ядро к себе. Ханьли посмотрел на него и увидел сверкающее черно-белое демоническое ядро. Он первый раз видел демонического ядро такого цвета и чувствовал себя взволнованным. Глава 835. Приобретение фруктов. Поскольку у Ханьли были дела поважнее, он понимал, что сейчас не время изучать демоническое ядро и убрал его в сумку для хранения. Затем он подбросил в воздух 3 пустых сумки для хранения и указал на золотых прожорливых жуков. Они взвизгнули и сразу разделились на 3 разных облака, вернувшись в сумки для хранения духовных зверей. Вернув жуков, Ханьли мысленно приказал 36 облачным бамбуковым мечам вернуться в его рукав, растворив формацию золотых мечей, окружавшую озеро. «Давай быстрее соберем фрукты и поторопимся покинуть это место. Я не знаю, как долго иллюзорная формация сможет задержать культиваторов секты духовного призрака». Сказав это, Ханьли метнулся к озеру в виде полоски лазурного света. Фиолетовая духовная фея последовала за ним при виде этого, и они зависли в 6 метрах над растением. Окинув растение взглядом, Ханьли повернул голову к фиолетовой духовной фее и сказал: «Иди собирать фрукты первой, но будь осторожна. Эти духовные фрукты довольно своеобразны. Тебе нужно будет хранить их в материалах древесного элемента, иначе их лекарственная сила не сохранится в течение следующих нескольких дней. Большое спасибо за твое предупреждение, брат Хань». «Я буду осторожна». Фиолетовая духовная фея насильно подавила ее волнение и улыбнулась Ханьли. Затем, недолго думая, она взмахнула рукавом и вызвала темно-зеленую коробку в свою руку. Одним движением руки мелькнула полоска белого света, и фрукты исчезли без следа. Полоска белого света влетела в приготовленную деревянную коробку в руках женщины, неся с собой фрукты духовного роста. Она закрыла крышку коробки и, вздохнув, положила ее в сумку для хранения. «Что? Разве фиолетовая духовная фея не возьмешь другой фрукт?» Увидев, что она взяла только один, Ханьли был ошеломлен. Фиолетовая духовная фея ответила с милой улыбкой на лице: «Большое спасибо за доброту брата Ханя, но одного мне будет достаточно. Помимо информации, которую я получила, я мало что сделал, чтобы найти это место. Я смогла приобрести этот фрукт только благодаря способностям брата Ханя. Хотя нас с тобой можно назвать друзьями, у меня не может быть с тобой равной доли фруктов. Брат Хань должен взять оставшиеся. В конце концов, помимо того, что можно переработать фрукты в таблетки природной энергии, эти фрукты могут быть использованы для повышения уровня твоей культивации». Ханьли был очень удивлен, услышав, с каким почтением она говорила. По правде говоря, хотя она и прославилась своей красотой в области моря рассеянных звезд и была самой красивой женщиной, которую он видел, она также была довольно проницательной. Но после того, как у нее забрали секту изысканного звука, ее характер изменился в худшую сторону, поэтому Ханьли пытался сохранить дистанцию. Теперь, когда она говорила такие разумные вещи, независимо от того, были ли ее слова искренними или из преднамеренного расчета, впечатление Ханьли о ней значительно улучшилось. Обуздать свою жадность, столкнувшись с фруктом духовного роста, было непростой задачей. «Раз ты сама это сказала, я не буду вежливым», — Ханьли кивнул и хлопнул по сумке для хранения. По вспышке белого света в его руке появилась деревянная коробка, которую он приготовил заранее. Он распахнул коробку свободной рукой, и из нее сверкнул лазурный свет. В следующее мгновение лазурный свет втянул в коробку 3 плода духовного роста. Убрав коробку, Ханьли сказал: «Пойдем. Мы не можем здесь дольше оставаться. Мы не знаем, как скоро секта духовного призрака догонит нас. Хотя я не боюсь с ними сражаться, нам нужно как можно быстрее изготовить таблетки». Фиолетовая духовная фея поджала губы и сказала: «Конечно, фрукты быстро завянут.
Однако мы не можем возвращаться тем же путем, что пришли, иначе мы столкнемся с ними. Не лучше ли выбрать направление и найти секретную область в нескольких тысячах километров, чтобы изготовить таблетки? Разумеется, брат Хань сам может выбрать направление. Куда пойти? Хань Ли нахмурился и огляделся. Внезапно он кое-что вспомнил и хлопнул по сумке для хранения. В его руке появился потертый кусок шелка, карта долины падения демонов, которую Хань Ли нашел в шелковой лазурной одежде. Внимательно изучив карту, он оценил свое окружение и положение, и на его лице появилось удивление. Положение этой пустыни было не слишком далеко от области, отмеченной на карте. Они смогли бы попасть туда через 2 дня. Взглянув на грубую отметку на карте, Хань Ли задумался. Глядя на то, что Хань Ли не торопился с ответом, а вместо этого изучал кусок ткани, фиолетовая духовная фея невольно заинтересовалась этим. Но поскольку она была умной женщиной, она решила молча ждать, пока Хань Ли не примет решение. «Следуй за мной. Сначала мы изготовим таблетки, а затем подумаем, что делать дальше». С этими словами Хань Ли убрал карту. Затем он взглянул на растение позади него и нахмурился. Взмахнув рукой, он оторвал одну из веток полоской лазурного света. Но как только ветка коснулась земли, она мгновенно засохла и превратилась в пепел. В глазах Хань Ли появилась печаль. Оказалось, что записи были правдой. Дерево фрукта духовного роста отличалось от других деревьев. Это был один из немногих духовных корней, которые нельзя было переместить. Любая попытка приводила к немедленной смерти дерева. Без дальнейших колебаний он поднял руку и выпустил небесную ветреную колесницу. Затем они сели в колесницу и взлетели во вспышке белого света, метнувшись в небо, пока не скрылись за горизонтом. Перед тем, как уйти, Хань Ли уже планировал сначала где-нибудь изготовить таблетку природной энергии и быстро усвоить ее лекарственную силу. После этого он решил взглянуть на карту и поискать секретные сокровища. Любые сокровища, которые открывала карта, должны были быть необычайными, учитывая, насколько таинственной была карта. Если это не было слишком опасно, Хань Ли решил посетить районы, отмеченные на карте. Примерно через 2 часа группа культиваторов секты духовного призрака прибыла в оазис. Однако озеро перед ними было прокрыто льдом, а фруктов на растения уже не было. Ученики секты духовного призрака смущенно переглянулись между собой при виде этого. Старейшина Чжун выглядел особенно бледным. В этот момент Хань Ли уже преодолел более 500 километров по направлению к области, отмеченной на карте. Вскоре они покинули пустыню и оказались в районе, состоящем из зелено-желтых плато различной высоты. Хань Ли невольно удивился при виде нового пейзажа. Долина падения демонов, казалось, включала в себя все виды ландшафта. Спустя полдня полета на небесной ветряной колеснице Хань Ли достиг горной местности. Видя, что эти горы не очень высокие, Хань Ли пролетел сотни километров вглубь горного хребта и в конце концов остановился над небольшой обычной горой. Хань Ли завис на низкой высоте около горы и сказал: «Госпожа фиолетовая духовная фея, мы прибыли. Мы будем изготавливать наши таблетки по отдельности. Я уже проверил это место своим духовным чутьем. Здесь не должно быть никаких древних ограничительных заклинаний или пространственных щелей». Фиолетовая духовная фея оглянулась по сторонам и сразу же ответила с улыбкой: «Большое спасибо, брат Хань. Тогда я отправлюсь первой». Затем она улетела на близлежащую гору и начала создавать свою собственную скрытую пещерную резиденцию, где она сможет изготовить лекарственные таблетки. При виде этого Хань Ли размылся в сторону небесной ветряной колесницы. Сделав жест заклинания, Хань Ли махнул рукой в направлении колесницы, и она тут же сжалась и влетела ему в рукав. Как только она сжалась, он улетел на небольшую гору перед собой. Вскоре Хань Ли вырезал простую пещерную резиденцию с помощью десятков своих летающих мечей. Он установил маленькое заклинание за пределами входа в пещеру, а затем сам вошел в пещерную резиденцию. Кроме того, он поставил на страже у входа 8 марионеток стадии формирования ядра, чтобы оградить себя от неожиданностей. Закончив, Хань Ли, наконец, почувствовал себя свободно и вошел в уединенную комнату. Подбросив свою сумку для хранения в воздух, он извлек материалы, приготовленные для изготовления таблеток природной энергии. Вскоре после этого Хань Ли вызвал деревянную коробку с фруктом духовного роста и специально подготовленный котел. Хань Ли прищурился, уставившись на них, и глубоко вздохнул, а затем сел на землю. Хотя он впервые собирался изготавливать таблетку природной энергии, он уже обладал мастерскими навыками в технике изготовления таблеток и был готов к выполнению поставленной задачи. Кроме того, Хань Ли специально готовился к путешествию в долину падения демонов. Помимо 3 фруктов духовного роста, у него также было много дополнительных материалов для создания таблетки природной энергии, поэтому он мог позволить себе пару раз потерпеть неудачу без последствий.
Между тем, Хань Ли не был полностью уверен, что фиолетовая духовная фея сможет изготовить таблетку природной энергии. Он никогда не видел ее техники создания таблеток. Однако, поскольку она взяла только один фрукт, она, казалось, была уверена в своем успехе. С этой мыслью Хань Ли сосредоточился на маленьком котле, вращающемся перед ним. Он открыл рот и выпустил поток пламени зарождающейся души. Пламя сделало круг вокруг котла, а затем вошло в его центр и зажгло его пламенем.